Я расскажу вам о человеке, который вошел в историю как самый везучий придурок, которого знал мир. Не имея никакого образования, и, как многие считали, ровно полторы извилины, он пускался в совершенно абсурдные коммерческие предприятия, которые наверняка разорили бы любого другого. Но благодаря невероятному стечению обстоятельств наш герой выходил из них с огромной прибылью. И на глазах обалдевших злопыхателей, смеявшихся над ним всю дорогу, стал мультимиллионером. Я расскажу вам о Тимоти Декстере, человеке, продававшем варежки на экваторе, занимавшем должность надсмотрщика над несуществующими оленями и провозгласившего себя величайшим философом во всем мире в своей автобиографии, в которой не было ни одного знака препинания. О человеке, всей своей жизнью проиллюстрировавшем поговорку «дуракам везет». Ну или у него в подвале стояла машина времени, и он всегда точно знал, что делает. Оставайтесь с нами и решите сами для себя, был ли он везучим идиотом или гением-провидцем. Дело было в Америке в XVIII веке. На момент его рождения никаких Соединенных Штатов еще не было. Тимоти Декстер родился в 1748 году в британской колонии Массачусетс, в маленьком городке недалеко от Бостона. Его родители были ирландскими иммигрантами, нищими сельскими батраками, с трудом зарабатывавшими себе на хлеб. Но Тимоти с рождения чувствовал, что он судьбой предназначен стать великим человеком. Восхождение на вершину он начал с того, что нанялся в ученики кожевнику. И я не утрирую, для мальчика его положения получить ремесленную профессию уже было отличным карьерным шагом. Ремесло кожевенника считалось грязным, непрестижным и было очень вонючим, но оно гарантировало стабильный заработок. В возрасте 21 года Декстер начал работать по специальности – изготовлять кожаные перчатки и бриджи из лосиной кожи, ходовой и полезный товар. Но политическая обстановочка вокруг него начала сильно попахивать жареным. Приближалось бостонское чаепитие. Народ бунтовал против новых налогов, в город ввели британские войска, молодежь ходила на митинги и устраивала стычки с солдатами. Но наш герой в политику не лез. Зато успел очаровать богатую вдову Элизабет Фротингем, трудолюбивую, бережливую и предприимчивую женщину. Он женился на ней и перебрался в зажиточный район города, где Декстер начинает свое восхождение к скандальной славе и успеху. На новом месте Декстер сразу почувствовал себя не в своей тарелке. Его новые соседи были американской аристократией, людьми образованными, просвещенными, вовлеченными в политику, а также очень богатыми. Будущие отцы-основатели США были его соседями – Сэмюэл и Джон Адамс и Джон Хэнкок. Декстер попытался войти в их круг и обнаружил, что деньги жены не стали для него автоматическим пропуском в высший свет. Он оставался неотесанной деревенщиной, за что его трудно винить, учитывая, что он проучился в школе всего 2 года, после чего в возрасте 8 лет ему пришлось завязывать с образованием и начинать работать. Но Декстер не просто был необразованным, он также был, как бы это повежливее сказать, чрезвычайно эксцентричным человеком с раздутым самомнением и полным отсутствием критического взгляда на свою персону. Знаете, есть такая закономерность, что чем умнее и образованнее человек, тем больше он сомневается в своей компетенции. Так вот, Тимоти Декстер был глубоко невежествен, но зато абсолютно уверен в своем уме и способностях. И это не было очаровательной наивностью. Хороших манер не имевший, изумительно самовлюбленный и хамоватый, и, как всем очень быстро станет очевидно, слегка куку, он, я полагаю, был супер неприятной компанией.
Ни в один приличный дом его не приглашали. Тогда он подал прошение в провинциальную администрацию, требуя назначить его на какую-нибудь государственную должность. Сначала ему попытались вежливо отказывать, но он настаивал до тех пор, пока начальство не поняло, что легче уступить, чем объяснять, почему не хочется, и создало специально для Декстера должность – приглядыватель за оленями. Он должен был следить за популяцией местных оленей, в то время как последний олень исчез из тамошних лесов 19 лет назад. Окрыленный доверием, смотритель несуществующих оленей Декстер решительно взялся за увеличение своего состояния. А надо сказать, что на тот момент и он, и его супруга работали на полную ставку. У Декстера была кожевенная мастерская, а у его жены галантерейный магазин. Их дела в целом шли хорошо, но не настолько хорошо, как хотелось бы Декстеру. Он хотел войти в высший свет, а для этого по-настоящему разбогатеть. Разворачивающиеся вокруг него великие исторические события и бедствия он воспринял как повод нажить деньги. Началась война за независимость. 13 американских колоний объявили войну метрополии. Создавалось новое государство – США. Разозленная Британия организовала морскую блокаду бунтующих колоний. Америка начала вооружаться и защищаться, и в 1775 году первое американское правительство, Континентальный конгресс, выпустил бумажные деньги, континентальный доллар, для обеспечения военных расходов, для наема и экипировки армии. Ожидаемо эти бумажные деньги начали стремительно обесцениваться. Конгресс фактически печатал деньги без оглядки на их обеспечение. К тому же британские фальшивомонетчики вбрасывали в обращение кучу фальшивок. Новая валюта за 5 лет упала в цене в 40 раз. В разговорный язык даже вошла фраза «not worth a continental» – «не стоит и континентального доллара», то есть ничего не стоит. 240,5 миллионов континентальных долларов было на руках у людей, и ни один магазин не желал принимать их к оплате, несмотря на угрозы правительства. Когда война закончилась и США отделились от Великобритании, солдаты, вернувшиеся домой, обнаружили, что все это время, пока они воевали за свободу, жалования им платили в этих ничего не стоящих бумажках, и они теперь нищие. Соседи Декстера, люди политически подкованные и совестливые, взяли на себя задачу выкупить континентальные доллары у своих разорившихся земляков. Они понимали, что делают это в ущерб себе, и покупали континентальные доллары в порядке благотворительности, и чтобы поддержать репутацию нового государства, доказать, что новое правительство не подставило своих граждан. Но Декстер этого не понимал. Он яро старался подражать этим крутым, богатым государственным мужам. И увидев, что те покупают континентальные доллары, он решил, что это какая-то коммерческая схема. Декстер собрал все свои сбережения, сбережения своей жены, и вбухал их в покупку такого количества континентальной валюты, какой он смог найти. И ему удалось скупить порядка 20% всех континентальных долларов, выпущенных в обращение. Благо, они почти ничего не стоили, и все были рады от них избавиться. Это был совершенно идиотский шаг. Причин для континентального доллара подняться в цене не было. Он был выпущен для поддержки войны, которая закончилась, и теперь эти деньги не стоили бумаги, на которой они были напечатаны. Над Декстером все смеялись, как над его глупостью, так и над его жадностью. Он принял благотворительный жест за попытку нажиться и засел на куче банкнот, которыми можно разве что печи растапливать. По делам ему, подумали соседи. Вот пример, чем джентльмен отличается от нищеброда. И вдруг первый министр финансов новой страны, Александр Гамильтон, красивый джентльмен, чье лицо вы видите на современной 10-долларовой банкноте,
объявляет, что он считает своей обязанностью выплатить долги правительства гражданам. И континентальные доллары начали обменивать на казначейские облигации. И несмотря на то, что правительство обменивало континентальные доллары по всего-навсего 1% от их номинала, то есть люди, которые ими зарплату получили, все равно потеряли 99%. Декстер, собравший континенталки только что не за даром и в огромных объемах, внезапно астрономически разбогател. Можете на досуге подсчитать, сколько будет 1% от 20% от 240 миллионов. Теми деньгами, когда дом в Бостоне стоил $500. Соседи помрачнели и не взлюбили Декстера еще больше. Но это было только начало. Разбогатевший, но не приобретший уважения Декстер понял, что в снобском Бостоне ему положения не добиться, собрал жену и детей и двинулся на север, в прибрежный торговый город Ньюберипорт. И там он развернулся на полную. В Ньюберипорте Декстер сразу зажил на широкую ногу. Он отгрохал здоровенный особняк с видом на море, набил его всеми возможными роскошествами, а потом еще нанял скульпторов, которые окружили его дворец деревянными раскрашенными статуями великих людей, генералов, философов, индейских вождей, отцов-основателей США и самого Декстера. Всего 28 статуй в человеческий рост. На собственном постаменте Декстер велел выбить надпись «Я первый на Востоке, первый на Западе и величайший философ в западном мире». Комплексом неполноценности он совершенно не страдал. На постаменте Томаса Джефферсона скульптор написал было, что это автор Декларации независимости, но Декстер настаивал, что правильно будет не декларацией, а Конституцией. Скульптор пытался возражать, но Декстер сбегал в дом за винтовкой, и на постаменте Джефферсона так и стояло «Автор Конституции независимости». Вообще эти статуи были не слишком похожи на оригиналы. Периодически именные таблички перекрашивались, и вчерашний Наполеон превращался в лорда Нельсона и наоборот. По цене $2000 за штуку, 28 статуй, обошлись Декстеру в 2 раза дороже, чем он заплатил за все свое поместье. Но благодаря им он действительно прославился. Народ сбегался поглазеть на это диво, что доставляло владельцу величайшее удовлетворение и глубоко травмировало соседей, приличных людей, не любивших пошлую шумиху. В Ньюберипорте над Декстером начали так же насмехаться, как в Бостоне, но он перестал переживать по этому поводу. Его авантюра с континентальными долларами убедила его, что в денежных делах он превосходит всех этих умников. И он решает еще раз показать им всем, что он и умнее, и успешнее. Декстер приобрел несколько торговых судов и пустился покорять международную торговлю. Нужно было только придумать, какой товар куда везти. К сожалению, у Декстера не было ни интернета, ни знакомых за рубежом и в торговых кругах. Отираясь между важными людьми, он пытался уловить какой-нибудь намек, как эти большие бизнесмены делают деньги. И как-то раз он услышал фразу «to carry coal to Newcastle» – «возить уголь в Ньюкасл». В разных культурах существуют аналогичные идиомы, обозначающие бессмысленные действия. Древние греки говорили «это так же глупо, как возить сов в Афины». Совы – это священная птица богини Афины, обитали в городе в изобилии. Вы, вероятно, слышали выражение «ехать в Тулу со своим самоваром» или с пряниками, потому что Тула славилась самоварами и пряниками, соответственно, зачем их туда везти? Точно так же в других странах говорят продавать снег эскимосам, возить песок в пустыню и тому подобное. И в английском языке существует устойчивое выражение «возить уголь в Ньюкасл», то есть возить уголь в центр угледобычи страны. Однако Декстер, американец без международных связей, услышав краем уха это выражение, принял его за ценный бизнес-совет, нагрузил свои суда американским каменным углем и попер его через океан в Ньюкасл,
вместо откуда с XIII века и по наши дни экспортируют уголь. Все 1,5 месяца, пока они плыли, его соседи надрывали животы. Это была такая глупость, что нарочно не придумаешь. Чувак дословно разыгрывал поговорку. Не зная броду, совался в воду, садился не в свои сани и говорил гоп до того, как перепрыгивал. Но потом случилось нечто, что заставило всех злопыхателей подавиться смехом. Когда корабли Декстера добрались до Британских островов, шахтеры Ньюкасла как раз ушли на массовую забастовку. И раздраженные закупщики расхватали американский уголь по той цене, которую Декстеру хватило наглости запросить. То есть он опять вышел из абсолютно абсурдной затеи с барышом. После чего Декстер окончательно убедился, что он финансовый гений и стал уже, видно, совершенно невыносим. Его сытые по горло соседи решили раз и навсегда обанкротить этого придурка, чтобы он уехал и перестал позорить их досель приличный город. Кто-то отвел Декстера в сторонку и посоветовал ему отправить партию грелок для постели, товар очень распространенный и в каждом доме Новой Англии имевшийся, в Вест-Индию, где их совсем не было. Восполнить, так сказать, дефицит. Грелок для постели на островах Карибского моря, в тропиках. Совершенно, сказали ему, пустующий рынок. Тогдашние грелки были такими массивными штуковинами, вроде глубокой сковородки с длинной деревянной ручкой и перфорированной крышкой. Их набивали горячими углями и клали в простывшую кровать долгими зимними вечерами. Декстер, всегда работавший крупными мазками, купил 42 тысячи таких грелок и отправил этот груз в Карибское море, царство корсаров, буконьеров и теплового удара. И снова высоколобые соседи веселились, злорадствовали и ждали, что этот глупец наконец-то останется с носом. Когда корабли Декстера вернулись с наваров 79%, их чуть удар не хватил. Дело в том, что владельцы карибских сахарных плантаций обнаружили, что если с грелки снять крышку, то она превращается в идеальную и не существовавшую до той поры поварешку для размешивания сахарной патоки. И весь груз был распродан за несколько дней. И это принесло Декстеру еще одну кучу денег. После этого он сделал это своим брендом. Декстер покупал в огромных количествах за гроши какое-то барахло и пытался продать его там, где, как всякому здравомыслящему человеку было ясно, это никто не купит. И уходил с барышом. Он скупил в окрестностях Бостона 340 тонн гниющих останков китов. Фактически освободил город от груд мусора. После чего продал их за хорошие деньги на тех же Карибских островах, где как раз начинала развиваться местная модная промышленность, потребовавшая большого количества китового уса на корсеты, зонтики и стойки для воротничков. В другой раз он завез туда партию теплых варежек. Их расхватали моряки с португальских судов, отправлявшихся в поход к Северной Европе. А потом он притащил туда партию кошек, отловленных по задворкам Нью-Беррипорта. И оказалось, что беспризорные кошки – просто золотой товар на островах, где кошки все еще были в дефиците, и крысы совершенно распоясались. «Я обнаружил, что мне очень повезло в спекуляции», – писал Декстер. «Спекуляторы роились вокруг меня, как адские гончие». Он не очень хорошо умел писать. Похоже на то, что он отнюдь не всегда полагался исключительно на тупую удачу. Когда Декстер привел корабли, набитые Библиями, на острова, населенные язычниками, он для начала объяснил местным жителям, что если у них в доме нет Библии, то все они отправятся в ад. И эта невинная маркетинговая уловка позволила ему продать 21 тысячу экземпляров Святого Писания на сумму в $47 тысяч, тогдашних долларов. Он уже был миллионером и фольклорным героем. Рассказы о его выходках и его богатстве циркулировали по восточным штатам. Больше, чем когда-либо Декстер жаждал быть принятым в высшем свете.
Но его победы не возвеличивали его в глазах тех, кому он безуспешно подражал. Над ним все так же смеялись, и в друзьях у него ходили исключительно такие же эксцентрики и авантюристы. Он так и не стал настоящим джентльменом. Он приобрел богатую библиотеку, но уделял чтению не больше 10 минут в день. Он начал собирать коллекцию живописи, но ценность ее была не больше, чем у его ужасающей галереи деревянных болванов перед особняком. В подражании британскому королю Декстер нанял своего собственного придворного поэта, несчастного 20-летнего парня, которого он нашел на рынке, продающего палтуса с тачки. Увенчав своего Вергилия венком из петрушки, потому что лавров вокруг не нашлось, Декстер заставлял его писать и декламировать льстивые оды, посвященные, разумеется, ему, лорду Тимоти Декстеру. Лордом он стал по собственной инициативе, велев всем слугам и нахлебникам называть его только так. Тем не менее, Декстер заподозрил, что восхищение его свиты неискренне, и он решил инсценировать собственную смерть, чтобы проверить, будут ли по нему убиваться. Для начала он построил грандиозную гробницу в подвале своего дворца. Он нанял лучшего краснодеревщика в Массачусетсе, чтобы тот изготовил гроб из красного дерева, настолько удобный и мягко обитый, что Декстер спал в нем потом несколько недель с большим комфортом. После чего он распространил весть о своей смерти, организовал пышные похороны и улегся в гроб наблюдать из-под крышки, как 3000 собравшихся едят и пьют и обсуждают дорогого покойника. Мероприятие пошло прахом, когда Декстер заметил, что его жена совершенно не скорбит и радостно улыбается. Он немедленно воскрес, вызвав небольшую панику, и отлупил ее прилюдно за недостаточную к нему любовь. Но потом он влился в собственные похороны, и кутеж продолжался до утра. Примерно в тот момент у жены Декстера лопнуло терпение, и она разъехалась с супругом. Подросший сынок Декстеров быстро отбился от рук и превратил отцовский дворец в помесь борделя и хлева. А лорд Декстер принялся за написание книги, потому что каждый великий человек должен опубликовать назидательные мемуары, которые сделают его бессмертным. Декстера совершенно не останавливало то, что он был фактически неграмотным. Опубликованный им опус под заголовком «Рассол для знающих» или «Простые истины в домотканном платье» написан без единого знака препинания и с огромным количеством орфографических ошибок, делающих текст практически нечитабельным. Эта книга выложена в открытый доступ, я дам ссылку, но сразу предупреждаю, что вы навряд ли продеретесь через первую страницу этого бреда. Не забудьте, кстати, поставить лайк, если вам нравится эта история. Напомните алгоритму YouTube, какие темы вам предлагать. Так вот, книга Декстера стала очень популярной и выдержала 8 изданий. Не за мудрое содержание, конечно, а как абсурдная диковинка, как камень домашний любимец. Помните, я рассказывала в Бусти и Патреоне про мужика, который продавал булыжник в качестве домашнего любимца. Примерно так. А поскольку читатели жаловались, что без знаков препинания читать трудно, то ко второму изданию Декстер приложил целую страничку точек, запятых, двоеточий, вопросительных восклицательных знаков и прочего с инструкцией «Перчите и солите по своему усмотрению». 26 октября 1806 года самозваный лорд Тимоти Декстер тихо скончался. На этот раз по-настоящему. Ему было 59 лет. Даже после смерти он не избежал унижения. Совет по здравоохранению Ньюберри-Порта отклонил его просьбу похоронить его в домашнем мавзолее, заявив, что это антисанитарно. И Декстера похоронили нормальным образом на нормальном кладбище, где его могила быстро заросла травой и была забыта. Но Тимоти Декстер остался в веках, как самый везучий идиот в истории.
И пример того, что разбогатеть можно, даже не имея в голове ни одной извилины. По крайней мере, это самое распространенное мнение. Кем же был Тимоти Декстер на самом деле? Самоуверенным полудурком, которому просто страшно везло? Непонятым финансовым гением, который только притворялся наивным лопухом, а сам держал в руках никому неведомые источники информации? Ну или путешественником во времени, который знал заранее все неочевидные стратегические ходы. Он знал, что в Ньюкасле забастуют шахтеры. Надо еще заметить, что с Декстером мы не можем знать точно, что из рассказов о его подвигах правда и насколько. Отделить правду от вымысла, от его беспардонного хвастовства и преувеличенных сплетен сейчас практически невозможно. Он сам обожал возвеличивать себя и в последние годы жизни завел манеру останавливать на улице людей и спрашивать их: «Вы слыхали о лорде лордов, величайшем гении нашего времени, сэре Тимоти Декстере?» После этого он вываливал на слушателя невероятные саги о своих приключениях, которые потом попадали в дневники и письма современников, и так рождалась легенда. И всей правды мы не узнаем никогда. Но вот что интересно. Почему вообще существует поговорка, что дуракам всегда везет? И не только ведь в русском языке, во многих. Не потому ли, что дураки не боятся делать неочевидные и рискованные вещи, на которые более благоразумные и осторожные люди просто не решаются? Конечно, вероятность выигрыша может быть ничтожно мала. Но если вы не пытаетесь, то вероятность сведется к нулю. И если вы будете делать попытки не там, где их делают все, у вас увеличивается шанс сделать открытие. Найти клад там, где другие даже не пытались искать, потому что считали это глупостью. Может быть, дуракам улыбается удача, потому что дураки в своей наивной храбрости не падают до выстрела. Ну или, конечно, это просто ошибка выжившего, да? Мы знаем только о тех, кому повезло, а те, кому не повезло, остаются вне поля внимания. Те, кто рискнул и выиграл, прославились. Те, кто рискнул и проиграл, сгинули. Кажется, что все дураки везучие, потому что невезучие дураки покоятся на дне морском, и никто их не помнит. А может быть, люди спешат навесить ярлык дурака на эксцентриков, шагающих под рокот своих барабанов своим путем. И когда оказывается, что они были умнее нас, это обидно, и мы спешим защищаться, насмехаясь над ними, принижая их заслуги и говоря: дуракам везет. А может быть, им вовсе не везет, и никакие они не дураки. Может быть, они просто более открыты новому и неизвестному и не боятся абсурда, растворенного в реальной жизни. Когда приезжаешь в Тулу, а там кончились самовары, а ты со своим самоваром в чемодане. И кто у нас теперь дурак? На сегодня у меня все. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Говорили ли о вас, что вы слишком везучи? Правда ли это? Или никакое это не везение? Всего вам доброго. До новых встреч.